Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с Юрием Дудкиным. Он на связи. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад видеть. Взаимно, тем более, что поводов для радости вроде как нет, да, но события бьют ключом. Ох, какие события. И все как бы вокруг Зеленского, его свиты. Примечательно, что настроение в верхушке власти украинской сейчас выдают ряд таких образов. Да? Ну, во-первых, Зеленская, выступая о детях, да, не сдержала слез, расплакалась, и все, конечно, ой, какая милая первая леди выступает о судьбе лишений этой войны, деток, берет и вот не сдерживает слезы. И это на 4-м году войны. Но люди, которые смотрят и наблюдают за процессами в комплексе, они прекрасно понимают, что эти слезы и это настроение, ну или вот сегодняшнее, как они почтили память жертв Голодомора, да, в церкви, потом возлагали эти колоски. Ну, собственно, настроение, конечно, было траурное. И все понимают, что это общий фон вообще, что происходит с властью. Кажется, что Трамп берет быка за рога и конкретно жмет, конкретно давит. Даже вот мы пройдемся там по каким-то моментам, по пунктам этого 28-пунктового списка пожеланий, которые заставляют подписывать. Прям брать ручку и подписывать. Причем есть четкий дедлайн до следующего четверга. Очень ярко восходит на пьедестал фигура армии, министра армии США, представителя Пентагона, который этот план, собственно, и привез. Он получает должность вместо Келлога, спецпредставителя. Он выходит и по пересказам Financial Times говорит, пора заканчивать это дерьмо, и с ним тяжело не согласиться. Виляют как могут на Банковой и уже предлагают в Швейцарии встречу. Европа, США, Украина будут переписывать эти пункты. Как вы думаете, вот мы всегда рассуждали с вами, как может заканчиваться война. Так а вот так. Вот так. Неприятно, с горьким осадком, что это не потому, что кто-то что-то понял, осознал, а потому что взяли за жабры и поставили четкие, жесткие, персональные ультиматумы в связи с коррупцией. Вот так, на неприятных условиях. Вот так. А как по-другому ее еще закончить? И наблюдать за этим становится очень интересно. Следующая неделя просто будет разрывная. Какие мысли по этому поводу? Вот что вы заметили и на что делаете упор и обращаете внимание? Да, Саша, вы правы, что прошедшая неделя, особенно последние 2-3 дня, были просто вулканом событий. Вулканом. Причем сенсационнейших событий, особенно касающихся, ну и только касающихся Украины. А именно войны, коррупционного скандала, ну и так далее. Конечно, если говорить о том, как вы у меня спросили, какое у меня впечатление обо всем этом, я вам скажу, что я даже иногда не успевал реагировать на эти новости, которые приходили, потому что я всегда стараюсь проверить, не фейк ли это. Особенно, когда сказали, я прочитал в Политико в начале недели, что совместно с Россией американцы разработали план из 28 пунктов, мирный план по Украине. Я, честно говоря, вошел в ступор вначале. Почему? Потому что, как правильно заметил вчера в своем выступлении президент России Владимир Путин на совещании Совета Безопасности России, что взяли паузу после Анкориджа, длительную, да, ни бя-ни-мя, ни кукуреку, а потом бац, и план откуда-то появился, причем совместно с Россией, в кавычки я беру, конечно, эту фразу. Но это было действительно для меня таким шоковым сообщением. Как потом уже выяснилось, спустя несколько часов выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, да и Путин во вчерашнем выступлении, о котором я уже упомянул,
сказал об этом, что официально Российская Федерация никаких документов еще не получала. Все вот эти опечатки, перепечатки в средствах массовой информации, естественно, на государственном уровне никогда не обговариваются. То есть должны прийти официальные в закрытом пакете с грифом соответствующим на лицевой стороне, либо в Министерство иностранных дел, либо в аппарат президента России соответствующие документы, по которым она должна тем или иным образом реагировать. Поэтому, когда я об этом узнал, естественно, скажем так, успокоился. Почему успокоился? Потому как вот вся эта шумиха в прессе с этим планом, ну, наконец он дошел, вы упомянули господина Дрискола, такая характерная фамилия для особенно украинской стороны, когда он привез этот план Зеленскому, вот, стало абсолютно понятно, что Соединенные Штаты, Украина проиграли эту войну. То есть этот так называемый мирный план – это не что иное, как, скажем так, флажок для того, чтобы остановить российскую армию в ее продвижении на запад Украины. Вот я рассматриваю это только так. Соединенные Штаты, истратив кучу денег, причем непонятно куда, и об этом, так сказать, вольно или невольно, значит, проявил себя господин Трамп, вскрыв вот этот гнойник, причем так препарировал, приподняв вот эту кожицу этого нарыва, да, откуда хлынул это зловоние и гной этот, вот, украинский. Только-только на $100 миллионов всего лишь навсего. Вот. Причем даже встрепенулись и поперхнулись такие, значит, монстры украинской коррупции, взяточничества и махинаций финансовых, как Порошенко и Тимошенко, да, значит, нервно покуривая там в кулуарах Верховной Рады, судорожно хватая воздух своим ртом, что им этого не удавалось. Когда сам Трамп признается, что приезжал в Вашингтон господин Зеленский, самый лучший торгаш в мире, как он его назвал, а уезжал со 100 миллиардами. Это им даже никогда не удавалось. И они, встрепенувшись, устроили, ну, как сказал сам Зеленский в своем вчерашнем также выступлении, срач устроили. Вот он называет то, что происходит в его власти, это называет он срачом, поставив себя над этой схваткой. Естественно, опрометчиво. Ну, естественно, опрометчиво. Там ходят слухи, что появится на следующей неделе или не появится. Ну, мы же не знаем, как это все дозированно выдается. Фигурант с псевдонимом «Пианист». О, даже так. Который там на пленках якобы, да, разруливает все. Ты туда, ты сюда, ты вот так. То есть есть какой-то пианист. Меня интересует, что это за человек, где он находится. То ли в Вашингтоне, то ли в НАБУ, то ли в ФБР, который дает им эти кликухи. Причем кликухи очень удачные. Особенно у Ермака. Вот Али-Баба – это ну, просто гениальная кликуха. И 40 разбойников. Их, я думаю, даже там не 40, а больше 40. Так вот, я продолжу. Значит, что касается войны. Да, и Соединенные Штаты, понимая то, что проиграно все, проиграно, естественно, этот вопрос никак не могут оставить. Потому как был Анкоридж, обговаривали с Путиным конкретные, даже до Анкориджа обговаривали. В Анкоридже, скажем, некоторые пункты по Украине были утверждены.
Вот. Ну, это что касается там русского языка официального на Украине и так далее. Вот. Но многие пункты вообще не обговаривались. Большинство из тех, которые представили в этом плане Соединенные Штаты. Ну, например, такие, как Россия должна будет потратить часть своего замороженного, золотовалютных своих замороженных резервов на восстановление Украины. С какого бадуна, простите? Вы эту войну начинали еще 11 лет назад. Вы на Майдане горлопанили и вкладывали в этот госпереворот 5 миллиардов долларов для того, чтобы взорвать эту страну изнутри. Вы все разрушили, вы жгли там в Киеве, в центре, а Россия должна это все восстанавливать. С какого перепуга? Но, в общем, это не самое главное. Главное то, что, поняв свою проигранную позицию, Трамп, конечно, хочет выйти отсюда, с этой авантюры. Я вообще не делаю никогда разницы между американскими руководителями. Трамп, Байден, Шмайден, Клинтон. Для меня они все на одно лицо. Они только носят различные названия, соответствующие своим партиям. Либо республиканцы, либо демократы. Все едино у них там. Они всегда видели только Россию в прицеле своего оружия. Они никогда не были и не будут партнерами для славянских народов. Это типичная нацистская идеология американская, которая проявилась уже не раз и во всем мире, не только здесь, в этой войне. Поэтому Трамп хочет выйти из этого поля и, опять же, дать себе карт-бланш для того, чтобы объявить, что он покончил с 9-й войной в его списке, хотя предыдущие 8 войн также развязывали Соединенные Штаты на свои же деньги. Но тут появился вот такой вот Трамп, менеджер такой, да, всесильный, который эти войны прекратил. Вот, якобы из чисто миротворческих, гуманных соображений. И вот он пытается, опять же, огрехи своих бывших коллег, цели, которые ставились на государственном уровне, подчеркиваю, это не Байден себе там лично возомнил чего-то, да, приезжал в Киев, садился во главу угла правительственного стола и снимал генерального прокурора Украины Шокина за 1 миллиард долларов. Понимаете? Это абсолютно другие вещи. Сегодня то же самое. Если бы захотел господин Трамп снять какого-то секретаря Зеленского, не генерального прокурора, секретаря, главу канцелярии, он бы это вот так сделал. Раз и все. Нет, начали вот эту бодягу со вскрытием этих схем финансовых. Этого, причем он даже, я думаю, уже пожалел о том, что он приоткрыл вот эту дверцу, да, откуда запахло этим зловонием. Потому что это зловоние распространилось по всему миру. И в этом случае НАБУ, которая находится под непосредственным руководством ФБР, естественно, развила бурную деятельность, потому что с ФБР Кэш Патель, директор ФБР, дал прямое указание. Есть приказ президента расследовать этот факт. Но шлейф-то идет гораздо дальше. Как бы не выйти на самих себя. А Зеленский, который очень много знает об американских политиках за 4 и почти с половиной года, очень много знает Зеленский. И кому давал, и сколько давал, и так далее, и тому подобное. То это можно выйти действительно на самих себя. Там один Линдси Грэм, республиканец, чего стоит. И сколько он брал, как брали в прошлом, те же республиканцы из Украины. Это знает господин Зеленский. Ну, то есть вы хотите сказать, что Зеленский, значит, его сохраняют как ценного свидетеля и пойдет по программе защиты свидетелей. А вот когда он будет не нужен, Александр, когда он будет не нужен, тогда нужно будет думать, как и Зеленского убрать. Но убрать его, конечно, скажем,
руками Майдана, вот так, как убирали господина Януковича. То есть, понятное дело, что в точности все не получится. Собрать мульон на Майдане, где помещается всего 30 тысяч зрителей. А может быть, ну, я так допускаю, не дай бог, чтобы меня не услышали, военным переворотом. Вполне, понимаете? Вот, поэтому все вот эти мирные договоренности, мирные планы, это не что иное, подвожу главную мысль свою, как фактор того, чтобы Соединенным Штатам удалось остановить российскую армию при любых условиях, при любых свидетелях, при любых участниках, остановить продвижение России на Запад. Вот это самое главное. Ну, а уже таким самым потрясным, да, событием, которое было на прошлой неделе, я продолжаю развивать эту тему, о вулканических событиях прошлой недели, это когда Путин прибыл в камуфляжной форме, в форме верховного главнокомандующего, на командный путь Запад, командный путь войск Запад, и где собрал всех командующих этими направлениями. И заявил о том, причем это было сделано публично, под телекамеры, что в Киеве не политическое руководство, а преступная группировка, захватившая власть, это я дословно повторяю его слова, сидящая на золотых горшках. То есть вот с такими лицами, дал понять Трампу Путин, Россия не собирается разговаривать. Так с ней и не надо будет с этой публикой разговаривать. Вот именно. Вы же видите, Вот какая именно. схема. Ну, по крайней мере, если так вот, что мы видим? Если так более-менее опираться на какие-то события, которые станут ключевыми. Мы так обсудили те, которые были уже ключевыми. Просто там нужно еще дополнить поразительный просто. Вот все же голову ломали вчера, да, позавчера. А что за пункты? Кто их слил? Откуда они взялись? Да, ну какие пункты? Все понятно. Сейчас стало все понятно. То есть договаривались с Россией. Я с вами согласен, что это рамка Анкориджа. Но, в общем-то, творческий подход американской стороны. Если брать с такой геополитической точки зрения, то, наверное, где-то здесь вот есть определенный смысл. Вы же видели 12 пунктов Европейского Союза? Ну, Да. как бы в прессе видели, но их нет. Да. Их нет. И Зеленский выходил, говорил, нет у Евросоюза плана, и я не знаю, каким он будет. Мы держим это в уме. То есть Европа план не дала. Китайские были инициативы, мы помним. Ну, они почили в Бозе, о них сейчас не говорят. Хотя, если как бы присовокупить и действительно попытаться анализировать события сквозь года вот эти, вот именно мирный трек сквозь года, то они там сыграют очень серьезное значение, серьезную важную роль. Почему? Потому что Путин вчера сказал, что, ребята, глобальный юг за. Ну, то есть он как бы это подчеркнул. И это очень важная оговорка для Путина и ввиду вообще перспектив дальнейших. Глобальный юг за. Держим это тоже в уме. Но теперь там очень четкий нюанс. Все говорили, а что это там за русизмы в американском тексте? Там вот по-русски так звучит, по-английски так, англичане так, ну, американцы на американском английском так не говорят, вообще как-то перевод странный. Так все стало ясно. Пресса пишет о том, что Умеров поехал в Майами, ну, к себе домой, да, поехал в Майами и имел встречу с Кушнером и Уиткофом. И вот там тоже был на столе этот план, который знали о нем, который дописывали, переписывали, вносили коррективы и правки. И именно как пункт аудит, да, вроде как был убран с Умеровым, после встречи с Умеровым. Понятно, что аудит будет, но его убрали как пункт. Умеров это... А заменили чем? Вы договариваете до конца, Александр. Заменили амнистией взяточникам. Это нормальный подход? Ну, то есть... Это такой, знаете,
значит, юридический в международном плане, да, подход американский, взяточников, коррупционеров и воров амнистировали еще до подписания этого мирного плана. Вот в чем парадокс, вот в чем ужас, понимаете, для украинского народа и американского. Это же американского народа бабки транжирили. Я уже не говорю о Европе. Смотрите, это не ужас. Это тоже ложится в вашу версию, что Зеленский пойдет по программе защиты свидетелей. И задача сейчас выйти, слишком мелок Зеленский для тех масштабных вещей, которые, в принципе, хочет получить политически Трамп и Паттель. Ну да ладно. И вот мы видим сейчас, Умеров возвращается, все нормально. Зеленский устраивает вчера плач Ярославны, вспоминает о том, как он был избран, что он там клятву кому-то давал и как все выполнял. Хотя люди могут сравнить инаугурационную речь Зеленского и это. И сделать так, чтобы украинцы не плакали, у Зеленского не получилось. И это вообще на самом деле очень зря. Сейчас, на 4-м году, украинцам Зеленский напоминает о своей инаугурации и своем избрании волей народа. И что мы видим дальше? 24/7 будем работать. Уже объявлено о том, что до 27 числа, до Дня Благодарения, будет общая какая-то конференция в Швейцарии. Объявление сделал Умеров сегодня. Уже заявлено, что до этих пор будут контакты, будет все переписываться. Короче, они хотят успеть. Потому что люфт очень жесткий. То, что приехал вот этот Дрискол, всем сразу стало понятно. Это надо выполнять. Уже вилять не получится. Что будет в оконцовке? У меня версия есть, что Зеленскому просто дадут чистый лист бумаги. Потому что после Зеленского поедут в Москву. И Дрискол отправляется в Москву уже с подписанным чистым листом бумаги, и Америка и США будут заканчивать эту войну так, как на их усмотрение. Как это может быть? Дрискол, во-первых, вряд ли поедет в Москву. Главным переговорщиком от Трампа по Украине в Москве является господин Уитков. А Дрискол, вместо ушедшего в отставку старого полковника, будет работать от Вашингтона на Украине, будет являться официальным представителем. Поэтому, здесь такой маленький нюанс хотелось бы отметить. Второе, что хотел бы сказать, глобальный юг вы сказали за. За что глобальный юг? Не я сказал, Путин. Правильно, вы повторили его фразу. Путин имел в виду то, что глобальный юг за инициативы Российской Федерации. Вот в чем дело. И если таких инициатив на данный момент, конкретных инициатив, Российская Федерация не выдает, не изъявляет, а положение на фронте становится для Украины все более и более хуже, а для России все более и более благоприятнее, то, естественно, глобальный юг и за это. Вот я уверяю вас, еще никто не сказал из всех представителей глобального юга и тех государств, которые представляют 2/3 населения планеты, что они против действий Владимира Путина. В данный момент никто из них не заявил. Ни китайцы, ни индусы, ни бразильцы, ни ЮАР, никто. И, скажем, естественно, переходя к теме уже успеха на фронтах, что, в принципе, и формирует мнение всех участников этого конфликта, и в первую очередь США и Российской Федерации. Почему-то даже Европа, вот смотрите, Европа в этих вопросах вообще никак не участвует. То есть американцы Европу ни в грош не ставят в решении этих вопросов, но заставляют платить за Украину. Понимаете, какая унизительная ситуация европейцев? Это просто уровень половой тряпки. Так вот, успех за последнюю неделю российской армии следующий,
16 населенных пунктов освобождено. Такого не было за всю войну. 16 населенных пунктов. Купянск, главный, так сказать, узел на пути к Харькову, освобожден. На сегодняшний день 9 украинских городов, часть из которых уже в окружении, находятся под угрозой окружения. 9 городов, не сел. И это все, естественно, заставляет американцев напрягаться. Они даже угрожать начинают Зеленскому, что если ты 27 числа, поганец ты этакий, ворюга и хитромудрый такой, торгаш, не подпишешь этот наш план, да, чтобы мы отправили его Путину, мы тебя лишим всего, и денег. Они же говорили, ну как? Мы отказались от помощи Украине, понимаете? Мы абсолютно не имеем никакого влияния на украинскую ни военную машину, ни политическую. Теперь Трамп говорит, мы откажемся, то есть еще не отказались, финансировать Украину, давать ей оружие, и что самое главное, давать ей разведданные спутниковые для ВСУ, понимаете? То есть все это на сегодняшний день идет в полном объеме. Американцы ни от чего не отказывались. Это так, бла-бла-бла на словах. Дрискалы, Шмискалы там, и все Венсы и все остальные вторили, что они, мол, для Украины ничего не делают для войны. Все было и есть в прежнем ключе. Поэтому на сегодня, я уверяю вас, Москва, наученная минским опытом, 8-летним, прекрасно понимает, что какие-либо миротворческие инициативы должны быть, первое, закреплены на бумаге, раз, и должны эти бумаги подписывать уполномоченные лица, а не те, которые сегодня находятся в Киеве. Преступное сообщество, как назвал его президент России. Уполномоченные лица соответствующие. И Б, я полагаю так, что это никто не говорит об этом, но уже становится для меня лично очевидным, что Путин в будущем настаивает, если до западной границы не дойдет, конечно, российская армия, ВСУ не просто должны быть разгромлены и в политическом, и в военном смысле, но и расформированы как нацистская организация. Вот с этими рунами СС. Это с ними мы должны, так сказать, уважать их, как говорят многие. Противника надо уважать. Хрена лысого. Я отвечу словами Михаила Александровича Шолохова, нашего великого русского писателя, когда писал сценарий к фильму «Они сражались за Родину». Любовь к Родине мы носим в сердцах, а ненависть к врагу мы носим на концах своих штыках. Вот так надо поступать с сегодняшним и руководством украинским, и с ВСУ, к сожалению, конечно, потому что Соединенным Штатам за все эти десятилетия удалось стравить славянский народ. Русских с украинцами, татар с русскими и так далее и тому подобное. Им это прекрасно удалось. Ну, Путин говорит, что он может не военными способами решить все свои цели и задачи. Цели, главное, Александр. Цели. Россия поставила перед собой определенные цели. Да, вы правы, может быть, даже не военным способом. Но белый флаг должен быть выброшен. Вы так упомянули о военном перевороте. Многие сейчас об этом говорят, потому что разные военные прям открыто пишут. Зеленский, мол, если это подпишешь, тебе трындец. И кто-то говорит, что это сценарий, для отвода глаз. Ведь было же уже подобное. Порошенко вносил в ратификацию закона АРДЛО, помните, Луганская Донецкая республика, тогда погибли нацгвардейцы, была брошена граната, и, собственно, потом Минский процесс, после этого и превратился в то, что мы знаем, то, что мы видели.
Сейчас вроде как у Зеленского всегда есть этот вариант разыграть нечто подобное, что вот придут какие-то возмущенные военные, скажут, мы не за то кровь проливали, и Зеленский скажет, вот смотрите, я не могу. Сегодня на Майдане там еще меньше людей, ну и погода соответствующая, конечно, ноябрьская, собрались, там каждую субботу они выходят по делу Миндича, да, вот это Мидас, в общем, нет коррупции, еще меньше людей собрала там активистка Барабаш. Но Хорошо, что не Лесбос, а Мидас. ну, понимаете, в чем дело? И смешно, и грешно, конечно. Тут другой момент. Али Баба же, мы же ничего не знаем из сказки об его, Абсолютно. о его ориентации. Понимаете, в чем дело? Тут другой момент. Вот правда, вот как вы относитесь? Действительно угроза военного переворота, и что Зеленского, правда, возьмут и собьют? Вы так упомянули, что это может быть как раз-таки... Вот эта карта, она вот в чьем рукаве? Или в чьем раскладе? Это нужно понимать, чтобы понимать дальнейший ход событий. Одни говорят, что это глобалисты-европейцы, скажут фас и пойдут сносить Зеленского и снесут, и поставят хунту, привезут Залужного в опломбированном вагоне и скажут нет-нет-нет, сейчас это все переформатируется и все останется как есть. Другие говорят, что это как раз-таки в руках американцев, вот эта вся история, то есть трамповцев. Они ему говорят, смотри, если что, мы сейчас быстренько организуем тебе переворот. А третьи говорят, что это вообще в руках, собственно, самих вот этих радикалов, как таковых. И это... А третьи говорят, что всех Зеленский подчинил себе, да, и может просто устроить цирк из этого переворота с военным смыслом. Как вы думаете? Да-да, я понял. У кого вот этот козырь? Саша, дело в том, что, как вы правильно заметили, кто, вот самое главное, кто будет переворачивать и что переворачивать? Там уже все перевернуто. Вот. Но поскольку мы допускаем такую мысль, да, ну, я имею в виду всех тех экспертов, которые склоняются к этому. Я, кстати, в это не очень верю. Я верю лишь только в том случае, если брать одну сторону вопроса свержения Зеленского. Если он откажется идти в фарватере Белого дома. Вот. А отказавшись от мирового плана, я уверен в том, что Зеленский выйдет опять перед объективы камер и заявит о том, что... Ну, он же уже практически заявил во вчерашнем выступлении, что мы на грани потери главного союзника. Угу. Это, кстати, очень серьезные слова. Хотя для него слова, я думаю, это такое, знаете, атрибут какой-то пропагандистской деятельности, не более того, сценической его деятельности. Теперь, что касается реализации этого плана. Для того, чтобы этого не произошло, если Зеленский думает о том, что против него могут ополчиться какие-то военные украинские круги, здесь очень просто все нивелировать. Создается особый прецедент либо на территории Украины, ну, например, взрыв на одной из атомных электростанций. То есть все это, естественно, перекладывается в русло антироссийской пропаганды. Ну, понятно, русские взорвали, да? Да, русские взорвали. И второй момент, значит, какой-то серьезный террористический акт на территории самой Российской Федерации. Ну, например, убийство какого-нибудь высокопоставленного чиновника во власти, либо военного. Вот. И тогда действительно, опять же, шумиха, ура-ура, мы побеждаем, мы все равно будем громить врага на его же территории. И Зеленский сохраняет себе, так сказать, карт-бланш для того, чтобы власть между своими клевретами перепрофилировать, будем так говорить. Ну, скажем, те, кто сегодня стоят непосредственно у корыта, немножечко на 5 шагов дальше от него встанут, но останутся во власти в этой.
и будут иметь те рычаги влияния, которые они сегодня имеют. Ну, например, тот же Подоляк там, или брать немножко выше Ермак, да, он, смотрите, как он за Ермака вцепился. Даже ему же, его же соратники по партии «Слуга народа» настоятельно советуют: убери Ермака. Он посылает их на 3 буквы, понимаете? Это я имею в виду безуглую. Вот, которая просто-таки в откровенной форме ему сказала, что партия на грани развала, вернее, коалиция в Верховной Раде, если вы не уберете Ермака. На что Зеленский ей очень популярно ответил на этот вопрос. И что касается непосредственно того, кто будет исполнять вот в этом государственном военном перевороте главную роль, то, Александр, я огорчу многих. Нет таких вождей военных, которые могли бы быть на слуху у украинского народа и поддержали бы его. Нет. А для Трампа, если, скажем, где-нибудь в Госдепе или в Пентагоне или в ЦРУ еще пока только рассматривают этот вопрос, да, им все равно, кто там будет что переворачивать. Они найдут болвана, еще более с отбитыми мозгами, ну, такими, например, как Стерненко там, или тот же Буданов, да, вот, это один хрен, только один более образованный, другой менее образованный, но цель у них одна и та же. И уже с их помощью они будут перестраивать все свои контакты и с Российской Федерацией, и уже там не будет мирных планов, уверяю вас. Там будет нечто другое уже. Ну, правда, Рубио сказал, что нам уже санкционировать Российскую Федерацию нет таких пунктов. И так существует уже 30 тысяч санкций против России. Это только со стороны США. А еще и санкции со стороны Европы. Кстати, в этом мирном плане про эти санкции говорится речь, ведется речь. Но я вам скажу, что этот пункт абсолютно никак, ни морально, ни психологически не влияет на поведение Кремля. Ну, абсолютно. Да, понятно, санкции не, скажем, мед и не тетка родная с блинами, но Россия сумела пройти через вот эти препоны для того, чтобы выйти на самодостаточность, выйти на то, чтобы, значит, это было все взаимозаменяемо своим национальным продуктом. И не надеяться на сегодняшний день ни на какие внешние факторы, Смотрите, ни на какую помощь. Тут же другой момент, очень важный. Сейчас разворачивается очень яркая пропагандистская картинка. Ну, во-первых, на фронте, конечно, швах. Люди снимают фотографии, там, приходят видео с гуляй-поля, с стыка 3 областей. Есть еще 2 населенных пункта, только с утра, которые объявили под своим контролем российские военные, Минобороны Российской Федерации, украинские. Вот сюда можно даже не смотреть в украинском смысле. Вообще никто не следит за ситуацией. Очень сухо и очень с опозданием с большим обновляет ситуацию. Мы понимаем, что вот мы в тему военного переворота коснулись. Смотрите, сейчас вообще нет смысла умирать украинскому военному. Вот именно сейчас, вот в эту неделю. Это его смерть становится бессмысленной. Нужно или отступить, или сдаваться, или, ну, как бы избегать и саботировать те или иные указания. Период просто такой. Потому что, судя по всему, все очень серьезно для Зеленского, и он будет подписывать. Судя по всему, это пока по состоянию на момент нашего с вами разговора. Если не найдет волшебную какую-то таблетку или что-то еще. Телеграм-каналом президентским, или которое аффилировано, собственно, президентом, в общем, всем этим ломом рассылают тезис. Вот вам тезис. Значит, очень важно поддерживать президента с большой буквы жирным в ближайшие дни. Не потому, что нужно поддержать конкретного гражданина Зеленского, а потому, что нужно Украину поддержать, нужно друг друга поддержать, нужно не дать врагу воспользоваться ситуацией, обидой, недовольством, нужно остаться свободными, чтобы иметь право обижаться и быть недовольными. А?
Точно там в офисе писали. Если Россия зайдет, победит, это на десятилетия. После революции 4-14 у нас было мощное внутреннее пророссийское лобби. Можно было лишь представить, как они закрепятся и сделают что, если добавить им сейчас уверенности и возможностей. Да, президент отвечает за все и за всех в этой стране, но все и все – это не только коррупционеры, ошибки и недостатки. Это прежде всего мы, наши потомки, будущее. В этой ответственности нам важно быть рядом, поддержать и помочь Зеленскому. Это на полном серьезе. Ну вот, вбрасывается, чтобы люди читали, нам на каналах-миллионниках, чтобы вот... А потому что обида раздирает сейчас каждую душу украинскую и украинскую душонку. И не только украинскую, а еще и, как там шутят, еврейскую тоже, и многих других национальностей, которые представлены в украинском народе. Которые воюют и не воюют, крадут и не крадут, зарабатывают и не зарабатывают, и теряют, да, на этой войне. Личное, материальное, жилье, людей, родственников. Все сейчас в этом положении дел. Как вы думаете... Ну, вот то, что мы сейчас наблюдаем, это же все разведпризнаки краха. Краха и катастрофы. И эта катастрофа может точно так же случиться внезапно. Вот прям внезапно. Вы рассчитываете на эту катастрофу внезапную? Кремль рассчитывает на внезапную катастрофу, на унизительное поражение вот этого правящего класса в Украине? Или на долгую вот эту вот возню с непрекращающейся войной и войной теперь там на дипломатическом вот этом вот поле с европейцами, с американцами. О внезапности вот я хотел бы с вами поговорить, как серьезного военного, в том числе фактора. Ну, смотрите, прежде чем перейти к определению катастрофы, да, для Украины, я предыдущие ваши моменты некоторые прокомментирую. Украинские военные, вы вот сказали об украинских военных. А ведь украинская армия сегодня разрознена, Александр. Принцип единоначалия на сегодняшний момент в украинской армии полностью уничтожен. Уничтожен кем? Офицерским составом. Как младшим, так и высшим офицерским составом, так и старшим офицерским составом. Почему? Потому что опыт Красноармейска, Купянска и Димитрова показывает, и это говорят сами украинские военные рядового состава, их командиры бросают. Вот это слово «бросают» говорит о чем? О том, что они отрекаются от тех приказов, которые им ставит Верховное Главное Командование во главе с Сырским, Зеленским. Не надо Зеленского здесь сбрасывать со счетов. В его башке рождаются вот эти пресловутые «стоять насмерть», ну и так далее и тому подобное. Теперь второй момент. Кстати, в этой связи, да, вы правы, что настанет тот момент, когда рядовых уже, извините, не будет. А мы вернемся к тому времени, во врангелевские времена, когда барон Врангель формировал в гражданскую войну 1918 года офицерские полки, потому что рядовых-то уже не было. Казачество все, скажем, тоже было такое, знаете, там махновщина была. Часть ушло к красным, часть осталась у белых. Но на фронтах гражданской воевали офицерские полки у Врангеля. Теперь второй момент. Поддержать Украину. Я вам приведу цитату буквально двухдневной давности. В одном из интервью министр иностранных дел ФРГ Вадефуль заявил на прямой вопрос журналистов: послушайте, говорит, уже стало известно, что на Украине вся власть проворовавшаяся и коррумпированная. Зачем ей помогать и что вы по этому поводу думаете? Знаете, что он ответил? Да. В Украине существует коррупция во власти. Но это не значит, что мы не должны давать деньги для Украины. Вот это ответ вам на ваш вопрос. Как поддерживать они? Будут поддерживать. Абсолютно. В смысле этого слова. Будут. Никто не ищет в этой победе
славянских народов над нацистской Украиной легких путей. Ну и последнее, опять же, о катастрофе. Вы знаете, катастрофа наступит для Украины тогда, а это практически невозможно в свете концепции стратегического поражения для России. Они будут верить и делать все для этого. Я имею в виду Запад и Соединенные Штаты. Но когда это случится, а случиться должно то, чтобы они бросили вот этот проект Украины, как Афганистан в свое время, 20 лет снабжая и вбухивая туда миллиарды долларов, да, в конце концов сядут бегом во все самолеты, вертолеты, автомобили, поезда и покинут Украину, бросив все там на произвол судьбы. Вот это будет называться катастрофой. Пока на Украине присутствует Запад, пока на Украине выполняются инструкции Соединенных Штатов, они будут выполняться еще очень долго, поверьте мне. Все эти, как вы правильно заметили в самом начале нашего разговора, все эти мирные инициативы США к этому миру, в кавычках я его беру, это слово, по американским канонам, еще очень и очень далеко. Потому что Америка завязла в Украине, как свинья в корыте, всеми 4 лапами. И она не собирается оттуда уходить. Все эти разговорчики, да, о мире, о том, чтобы, значит, волки были сыты и овцы целы, это чушь собачья, это все для мировой общественности. Они прекрасно понимают, что к свинье пробираются уже с ножом, чтобы ее зарезать. А раз так, значит, нужно остановить того, кто хочет этого, чтобы эту свинью прикончить с нацистскими на боках выжженными символами. Смотрите, тут же классическая история. Вы помните, мы с вами обсуждали, что когда-то, в момент первых встреч, Зеленский запретил переговоры с российской стороной. Сам. Своим указом. Да, то есть ввел в силу решение указа. Сейчас приходит состав делегации Швейцарии, ну там, где будут обсуждать с европейцами, американцами пункты. Значит, там Ермак, Умеров, Буданов, Гнатов, Иващенко, ну, это разведчики Генштаб, Гнатов тоже, да, из Генштаба, замсекретаря СНБО Острянский, Поклад, небезызвестный в украинских кулуарах политики, это зам главы СБУ Малюка, советник Бевс офиса президента. То есть вот эту группу снабдили там директивами. И, внимание, если американцы, ну, или европейцы, ну, захотят привлечь российскую сторону, им можно теперь говорить с россиянами. Им можно говорить. Это не стамбульская история, это абсолютно другой уровень. Это абсолютно другие переговоры. Мне этот документ вообще напоминает с этими директивами что-то подобное. Помните, как в самом начале опубликовали вот первые делегации, которые в Гомель ехали, ну, в общем, туда, в Беларусь, потом в Стамбул в 22 году. Не все тогда дожили. Некоторых убили по дороге, как Киреева, членов переговорных групп. Но список очень внушительный. Ермак, понятно, Али-Баба. Умеров, тоже контактер, тоже фигурант. Буданов, тот, на кого надеется Зеленский. Он в первые дни скандалов вызвал Буданова и говорит, нам нужно то, то и другое. Вот эти спецоперации, о которых вы говорите, которые могут перевернуть доску, я вас поддерживаю в этом отношении, потому что я вижу этот тренд, нужно сорвать. Максимально сорвать. Мы сегодня о военных говорим, не о военных действиях, а об украинских военных. Гнатов дает интервью немецкоязычной прессе, где говорит, а у меня ничего нет. Людей нет, боеприпасов нет, пехоты нет. И прям перечисляет. Нет. Этот год изнуряющий для вооруженных сил Украины. Это все довоевались до ручки. Такой вывод мы можем сделать из интервью с Гнатовым для немцев. Понятно, что это все пишется в том числе для того, чтобы немцы дали денег. Ну, мы понимаем.
Ну, мол, смотрите, бедные несчастные, ой, боже, шо ж рабы-то, а дайте еще там несколько миллиардов евро, выделите, поддерживайте нам дальше. Но по сути, если читать и открывать это интервью, ты понимаешь, все, навоевались. И другая вот эта вот, да, вся поклад, который там специально ездил Христенко, выбивал с Персидского залива, чтобы тот свидетель. Короче, все сейчас ждут какого-то за эту неделю внутреннего удара с зажатием гаек, с обвинениями в адрес НАБУ, что они, набушники, вообще на Россию работают. Короче, защищаться должен режим сейчас максимально внутри. Всех будут гасить, давить еще больше. А снаружи можно говорить с россиянами, можно там какой-то оперативный простор. И вот за счет этого баланса, да, на двух вот этих ножках вот этого стула будут пытаться усидеть максимально долго. Америка поменяет Зеленского, как вам кажется? И вообще, есть ли у них задача провести вот эти выборы, которые там записаны через 100 дней и так далее, и так далее? Или все-таки Украину ждет внешнее управление, чтобы условно украинские бунтующие военные или вот эти вот околовоенные псевдоэлиты, выкормленные с ложечки и с сосочки американской помощи, вот эти младоолигархи Зеленского, чтобы они как бы кивнули гривой, склонили эту гриву и слушались условного там белого господина, ну, например, того же Трампа во главе Совета мира. Там же тоже это в пунктах есть. Дело в том, что ведь о том, чтобы убрать Зеленского, никто откровенно в США не говорит. Это очень важно. Я ни разу не слышал ни у одного американского чиновника и лично у Трампа, наоборот, он говорит, что Зеленский должен все подписывать. То есть он считает его легитимным политиком. Вот в чем дело. Поэтому здесь вопрос такой, очень сложный. Хотят ли американцы убрать Зеленского, не хотят, путем переворота или там чего-то еще. На этот вопрос еще преждевременно отвечать. А следующий момент, о котором вы упомянули, назвав определенные фамилии, которые я повторять вообще не хочу, то в Кремле и лично в канцелярии президента России Владимира Путина и у самого президента очень четко сформировалось об этих лицах свое мнение. И оно не безосновательно. Это государственные военные преступники. И с ними российское руководство не собирается ни о чем говорить и договариваться. Это те люди, которые в Курской области отдавали приказы уничтожать мирное население изуверским способом. Мирное гражданское население. Точно так же, как они отдают эти приказы и отдавали, и отдают в украинских городах. В своих же городах свое население уничтожать. Мирное население, которое пытается выйти из окружения. Это вот эти лица, которых вы упомянули, отдают эти приказы. Ну и в конце концов, эти лица повинны в государственном терроризме, на который они делают ставку в борьбе с Россией. А самое еще, что интересно, эти лица повинны в колоссальном внутреннем политическом терроре внутри Украины, где находится 15 тысяч, более даже 15 тысяч, это по моим данным, политзеков, политзаключенных. И в этом плане трамповском, кстати, это вообще обойдено стороной. А это ведь суть, самое главное, свободы. Кстати, вчера на Украине был большой праздник. Праздник свободы и чего там? Я уже не помню. Достоинство, гидности. Достоинство, да, достоинство, которое давно уже попрано в Украине и отобрано у рядовых украинцев. Мне понравилось, я вышел как-то на сайт, не сайт, а страничку в Фейсбуке театра Олеси Украинки. Театра, когда-то он именовался театром русской драмы, классической драмы, основанной на великих произведениях русских классиков.
И театр был с нуля построен в Киеве как театр русской драмы. Сегодня это отстойное место, где идут спектакли самого низкого пошиба в националистическом духе. Так вот, они выставили баннер огромный, поздравляя с этим праздником украинцев. Достоинства и свободы. Кощунства более ужасного на сегодняшний день я еще не видел. В идеологическом плане и в плане политпропа, политической пропаганды, чем занимается театр. Лица, привязанные к искусству. Ну и в заключение этого вопроса вашего я скажу так, что Зеленский будет еще находиться там, где он находится, под тем же грифом. Вы сказали, что он может как-то быть переведен под защиту свидетелей. Не будут они с ним возиться, уверяю. Когда он с ним надоест, то же самое, что они делали с другими, значит, диктаторами в Латинской Америке. Понимаете? С тем же Самосой, с тем же, значит, диктатором, который был на Кубе. Они все очень плохо кончили. То есть никто их не будет оберегать, лелеять, холить, понимая о том, что сколь они способны на обман, на двуличие и на воровство. Американцы не имеют никогда вечных друзей, у них есть только вечные интересы. Вот. И руководствуясь только лишь этими интересами, они в дальнейшем будут вырабатывать свои меры, как относиться к Зеленскому, будь он у руля власти на Украине или вне этого руля. Вот они будут решать его судьбу. Ну, естественно, здесь помощь большую окажут Зеленскому непосредственно, чтобы как-то сбить эту американскую спесь, значит, в Лондоне и в Ми-6. Безусловно, они за него заступятся, потому что это является тоже их интересами, так как господин Зеленский непосредственно есть агентом Ми-6, и об этом уже никто не скрывает. Вот. Та же Митревелли, глава Ми-6. Поэтому будем надеяться на то, что Владимир Александрович, скажем так, придет в чувство и добровольно уйдет в отставку, добровольно. Вот. Пока еще, скажем так, теплится надежда, что он останется в живых. Пока еще такая надежда есть. Вот. А вообще-то всех остальных преступников, которых вы назвали, которые якобы могут говорить с Москвой, нет, они не могут говорить с Москвой. Они, когда вся эта ужасная картина завершится, будут преданы суду славянских народов. Я уверен, что такой суд будет. Не в Гааге, продажной американцам, где они все сидят на зарплате, а суд будет создан славянских народов. И их всех, если их возьмут за жабры, они будут сидеть на скамье подсудимых. Ну, Миндича и Цукермана уже разыскивает украинского. Ну, это вообще уникальные экземпляры. Тут, конечно, такие злые шутки ходят о том, что уникальное Украина государство, где не смогли создать национал-социализм, потому что евреи украли деньги, понимаете? Ну, это такой. Для тех, кто поймет, для тех, кто не поймет. Вообще, да, конечно... здесь нет никакого антисемитизма, абсолютно. Да. Понимаете, в чем дело? Вот так, чтобы точку поставить. Вообще, конечно, очень многим людям прям исковеркали судьбы. Очень многих людей нет, они в земле. В земле с последним там хрипом на губах это вот слава Украине, вот эти все, скажем так, да, ну, верой в то, что там за правое дело они сложили головы. И вот многие обратили внимание на разные пункты, и мы с вами тоже обращали внимание. Понятно, что это где-то все будет переписываться, уточняться. Сначала Америка-Украина, потом Америка-Россия, и, в общем,
очень торопится Трамп для того, чтобы... Тоже это ясно, тоже понятно, потому что сейчас День Благодарения, а потом там декабрь, условно, там пару недель, и будет Новый год, и будут, собственно, совсем другие проблемы у всех. Я хотел бы, чтобы вы в завершении ответили вот на какой вопрос. Значит, есть 20-й пункт, подпункт А. Значит, две страны обязуются школьные программы и в обществе программы организовать, две страны, то есть Россия и Украина, для того, чтобы взаимопониманию, толерантность к разным культурам и расизму, всяких предвзятых отношений, вот этого стало меньше. Украина, кстати, там тоже есть такой подпункт, принимает правила ЕС, что касается религиозной толерантности и защите языковых меньшинств. Скажите, вот действительно это окно для Европейского Союза, чтобы перевести на территорию Украины иммигрантов и закрывать глаза на те или иные преступления, которые делают иммигранты с коренным населением в странах ЕС, и потом, да, перенести это в Украину. И, соответственно, навязать Украине терпеть мигрантов, терпеть вот это все. Ну и главный-то вопрос. Все, видите, как думают, что это о русских, об украинцах, а получится очередной обман. Вот такого, 100%. вот такого Да. рода. Да. Это зреющий, пока еще зреющий, в дальнейшем обман главного, так сказать, противника США, России. Вот вы произнесли несколько раз слово «толерантность». А вы знаете происхождение этого слова, Александр? Поделитесь Я, от Толерана, да, который... ну, проще говоря, да, в Европе оно возникло тогда, когда стали говорить о терпимости к сексуальным меньшинствам. Вот я поэтому стараюсь это слово не употреблять, потому как раз и навсегда у меня в голове только два гендера – мужчина-женщина, все. Вот. И соответствующим образом я себя в таком духе и веду всю свою жизнь. А употреблять это слово, я думаю, не стоит, потому как оно модное очень, конечно. И то, что вы сказали, да, что там написано в плане, вот, и так далее. Послушайте, ну, разве мы сегодня можем говорить об этих прожектах как о чем-то прогрессивном для украинского народа? Ну, это же абсолютно бесперспективно. Во-первых, доминирующую роль в судьбе, дальнейшей судьбе Украины, доминирующая роль принадлежит сегодня России. Ну, кто с этим не согласен? Я лично в этом полностью убежден. Навязывать что-то России, да, на сегодняшний день, которые прекрасно понимают, для чего нужен этот план. Причем понимают не только власти имущие в России, но и рядовые российские граждане, которые проливали кровь свою вот в этих 4 областях украинских, да, а Соединенные Штаты сегодня представляют картину так, что Украина в будущем, согласно этого плана, дарит им эти 4 области России. Дарит, понимаете? Там уже полегли российские солдаты, завоевывая, освобождая эти области, я имею в виду прежде всего Донецк и Луганск, за которые ведется борьба русскоязычного и русского народа против хунты, как вы назвали правильно, украинской, с 2014 года. 11-й год там рвутся бомбы, мины и снаряды. И сегодня американцы говорят, ну хорошо, мы вам оставим эти области. Да нехорошо, ребята. Они завоеваны кровью, русской кровью, не американской. И вы никакого дьявола не имеете вообще отношения к решению этого вопроса. Это Россия будет решать, в чьем составе находиться
этим областям, а соответственно людям, проживающим в этих регионах. Вот что самое главное. Я бы хотел, вот завершая наш разговор, как вы правильно заметили, сказать, что точку Россия в вопросе Украины еще долго не поставит. Долго не поставит, уверяю вас. Все эти планы мирные, так называемые, в кавычках, это все манипуляции. Манипуляции для того, чтобы, первое, сохранить нацистский режим в Украине с другими действующими лицами. И второе, как написано опять же в этом плане, они там написали, начать совместную разработку полезных ископаемых Соединенным Штатам и Российской Федерации. Это еще представляете, какие далекие перспективы для этого? Там одно разминирование чего стоит. Вон корейские солдаты, которые принимают участие в разминировании Курской области. Уже, так сказать, военные корреспонденты говорят, что это просто суп с клетками. Там земля вся нашпигована минами. Вот эти тела, которые Украина сегодня, вернее, Россия меняет с Украиной 1000 на 30, да? Их минируют для того, чтобы вынести тело с поля боя или тем более, еще более сложная операция, с городских надстроек, построек. ВСУшники минируют тела. Ну, просто как минируют? Понятно, там противотанковую мину под тело украинского солдата не подкладывают. Достаточно одной гранаты F1 с выдернутой чекой. Подходит человек, переворачивает тело лицом вверх. Раздается взрыв. Вот такая вот идеология сегодня у украинской армии. Минировать своих же тела, своих же соратников, своих же сослуживцев. Войне еще не конец, уверяю вас. Ни на поле боя, ни идеологической войне. Все еще продолжается, к сожалению. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Друзья, подпишитесь на Юрия Дудкина в Телеграм. Ссылка в описании к этому видео. Традиционная, как всегда. Юрий Анатольевич, спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Мне тоже было очень интересно. Всего доброго. Берегите себя. Ну, мы вроде как вот... Вроде уже, знаете, после антрактов разных и гудки уже дали, звонки, да, и надо оставаться в зрительном зале. Вот так метафорически назову я самое главное, что есть у нас, это жизнь. Досмотрим и, конечно, все проанализируем. Добра и света. Будем жить.